Друзья, приветствую! Hyperbase Mini — это миниатюрная флешка, на которой установлена операционная система Batocera на базе Linux, включающая в себя десятки самых разнообразных компьютеров и игровых приставок. Для ее запуска нужен лишь ноутбук или компьютер, ресурсы которого используются для эмуляции. Это позволяет поиграть как в простенькие аркадные автоматы или приставочки, так и в графически продвинутые игровые консоли вроде PlayStation 3, Xbox или Wii U. В память записано уже более 43 тысяч игр. Есть возможность самостоятельно скачать игру на любую интересующую приставку. Есть русский язык, есть возможность сохранений. Даже там, где в принципе в оригинале этого не было. Есть поддержка проводных и беспроводных геймпадов. Ну, собственно, Hyperbase Mini — это отличная возможность поиграть в эксклюзивы прошлых лет, а также попробовать экзотические приставки, игровые автоматы и компьютеры. Прежде чем я перейду к обзору, хотелось бы отметить, что все-таки Batocera является бесплатной сама. То есть образы игр вы также можете скачать на свободных ресурсах. То есть если задаться целью изучить соответствующие материалы, то можно самостоятельно сделать подобную флешку, установив на нее систему, накачать нужных игр и так далее. Но Hyperbase Mini — это скорее удобство и сервис, то есть сделанная за вас грязная работа. Но, естественно, не бесплатная. Тем не менее, для кого-то эти затраты будут оправданными, ведь не тратя свое время на изучение форумов, вы получаете работоспособное устройство и можете сразу приступать к игре. Так, поехали. Значит, устройство получил я вот в таком вот конвертике миниатюрном. Я даже сразу не сообразил, что это такое. То есть обычный желтый конвертик, там внутри пупырка, которая защищает содержимое. Ну а внутри я обнаружил USB флеш накопитель, инструкцию пользователя и такой вот шнурок с колечком, который можно использовать как брелок. В инструкции сказано, что для устройства нам нужен компьютер с USB 3.0 портом. Простенькие эмуляторы будут хорошо работать в принципе через USB 2.0, но тяжелые игры, ну например той же PlayStation 3, они конечно требуют скоростного разъема. Для запуска Batocera вы должны войти в BIOS своего компьютера. Обычно это нажатие кнопки Del или Escape перед загрузкой Windows. Ну и выбрать запуск с накопителя. Если для вас это сложно, то есть вы никогда не делали, то производитель записал видео, где доступно все показано. Можно перейти по QR-коду и посмотреть это видео. Также здесь есть пометка, что накопитель этот будет работать только на железе x86. То есть он стандартный, там где Windows идет, 32-битные системы, 64-битные. И не будет работать на ARM. Ну, думаю, это в принципе и так понятно. Так, накопитель у нас расположен в блистерной упаковочке. Производитель у нас Китай. Поддерживает Plug and Play, то есть никаких драйверов не нужно. Сама флешка поддерживает интерфейс USB 3.0. Она получила металлический корпус, на поверхность которого отпечатали они вот Hyperbase Mini. И объем у нас 128 гигабайт. Видим, у нас 3.0. За время использования, как вы видите, уже флешечка у меня получила царапины. Ну, такой жесткий у меня USB разъем в компьютере. Поэтому, да, царапается. Ну, металл. Ну, тут ничего не поделаешь. Есть отверстие, чтобы повесить, допустим, на тот же шнурочек. Там, или подцепить на брелок. В принципе, это удобно. Ну, хотя бы исходя из того, что флешка очень миниатюрная, ее можно потерять. Вы видите, да, она просто лежит у меня на кончиках пальцев. В сравнении с Hyperbase Mini даже обычная пальчиковая батарейка выглядит гигантом. С обратной стороны у нас в принципе ничего интересного, гладкая поверхность. Пластик у нас разъемчика подкрашен синим цветом, что говорит о поддержке USB 3.0 интерфейса. Значит, еще раз рекомендую вот на шнурок цеплять, чтобы не потерять. Это у нас якобы подарок, либо стандартная комплектация, не знаю. Так, ну что ж, давайте к тестированию. Ну и, собственно, загружается система за пару секунд. Стрелками влево и вправо выбираем игровое устройство.
Когда выбрали, попадаем в раздел со списком игр. Кроме названия можно увидеть обложку, описание на английском языке. Ну и, собственно, видно, что сама система у нас на русском языке. Можно посмотреть на характеристики своего устройства. Допустим, я тестировал эмуляторы на компьютере с процессором Core i7 6700 HQ 2015 года, на котором хорошо работали любые игры вплоть до PlayStation 3, ну за исключением самых требовательных. А также я запускал эмулятор на ноутбуке с Intel Core i3 6157U, но здесь хорошо работали игры только включительно до PlayStation 2. То есть, чем мощнее ваш процессор, тем в более мощные игры вы сможете поиграть. На современных процессорах можно даже поиграть там в The Last of Us, ну, к примеру. Настройки очень гибкие, разрешение отображения, производительность, шейдеры, качество текстур и так далее. То есть, можно все настроить, в том числе геймпад, проводной, беспроводной, там, переназначить на нем кнопки и тому подобное. У меня есть свеновский геймпад, он отлично работает в Batacer. Так, ну давайте о играх. Перечислять все игровые консоли смысла особого не вижу, так как здесь реально много можно чего найти. Портативные консоли, классические игровые приставки, ретро-компьютеры вроде ZX Spectrum, экзотические приставки, а также самые массовые вроде Sony PlayStation, Nintendo или Sega. Посмотрим на самое интересное. Начать хотелось бы даже не с приставок, а с классического компьютера, то есть игры под MS-DOS, которые на современных машинках уже не запускаются. На количество игр не смотрите, вы можете скачать абсолютно любую игру из интернета, закинуть ее в соответствующую папочку и будет играть. То есть абсолютно просто для примера буквально пару игр. Ну вот здесь нашел я Аллею котов, которую играл еще на первом отцовском компьютере IBM PC. Да, ностальгия. Обратите внимание на оформление эмулятора. В рамочке сделаны в соответствующем дизайне. Я прям сразу почувствовал характерный запах пластика тех компов. Более поздние игры тех лет, в том числе легендарный классический Doom. Ох, я когда учился в школе, мне казалось, графика просто нереальная. Я все свое свободное время на информатике пытался поиграть в эту игру. Ну, больше чем 1-2 уровня не удавалось, времени не хватало. Идем далее. Самая родная для многих 8-битка в оригинале NES. Конечно, здесь также присутствует все в полном объеме. Также есть более продвинутый Super Nintendo, есть Sega с ее бессмертным Mortal Kombat 3. Тут, конечно, я залип надолго. Ну, во-первых, Comic Zone, да, это вообще, блин, битэмап классный. Battletoads, в который мы шпилили, я не знаю, всем двором вместе на прохождение, там, с сеструхой я играл. Ну, и также различные Super Mario и Contra. Червяк Джим еще, Бугермен, Семейка Адамс. Все эти игры знакомы тем, кто родился в 80-х и 90-х. Но перейдем к более тяжелым приставкам. Интересно было обнаружить поддержку Xbox. Хотя как бы большого смысла я, конечно, в этом не вижу. Так как если у вас есть комп, вы в принципе можете играть в игры такие же, как на Xbox. Но все равно для примера закинули одну игру про скейтеров или роллеров. Как бы я не в теме. Работает очень хорошо. Мне же больше было интересно поиграть в эксклюзивы, поэтому я перешел в PlayStation 1. Небольшая коллекция игр уже предустановлена. Все, что я запускал, работает отлично. Ну вот, поиграл 102 далматинца. Далее я перешел к PlayStation 2. Ну тут графика посерьезнее. Абсолютно все игры работают, в принципе, тоже отлично. Для примера я попробовал 5 штук, в том числе хитовый God of War 2. Это вообще прям эксклюзивы, супер игра на PlayStation. Кстати, еще в чем прелесть, можно ставить пиратки с любительским русским переводом, играть в те же Japan RPG, например, Persona 3, Final Fantasy 10 и так далее. Все работает, вообще класс. Ну и больше всего, конечно, я потратил время на PlayStation 3, ведь образы достаточно тяжелые, качать из интернета их долго. Сразу скажу, что The Last of Us у меня сильно тормозило, поиграть нормально я не смог. Не тянет комп по процессору, в принципе старенький уже. Ну а вот Uncharted и Tomb Raider пошли достаточно неплохо. Ну а более простые игры, вроде того же Ratchet & Clank, вообще летают без каких-либо проблем. Не менее интересно было поиграть и в PSP, и в аркадные автоматы MAME, ну а также ZX Spectrum, который снова навеял детские воспоминания. Ну что ж, подведем итоги.
А Hyperbase Mini это всего лишь флешечка с симулятором Batocera, поэтому для ее работы требуется ноутбук или компьютер. Если планируете играть в простые игры, то фактически любой комп может это обеспечить. Ну а если хотите играть в PlayStation 3, то нужна, конечно, более мощная система. Для кого-то покупка Hyperbase Mini будет поводом поиграть в старые игры. Для кого-то интерес заключается в приставочных эксклюзивах Sony. Ну а кто-то хочет просто поиграть вдвоем на одном компе в различные файтинги или битэмап на прохождение. Мне вот были интересны японские JRPG, серия Final Fantasy, которую я в принципе уже качаю на русском языке. Да, безусловно, можно все сделать самому. Но, возможно, кто-то не захочет разбираться во всех этих премудростях, готов заплатить за готовый продукт, который работает из коробки. В любом случае, название эмуля вы уже знаете. Ну и ссылочку на товар я, конечно, также оставлю. Она будет под видео. На этом все. С вами был Злой. Ставим лайки, подписываемся на канал. До новых встреч!